инвестировать в small cap, это вам не индексы в портфеле класть. Чем меньше small cap, тем больше доходность. Такая постановка вопроса абсолютный булшит. Как ты оцениваешь small cap с точки зрения их относительной недооценки рынком? Мне кажется, что AI намного больше поможет маленьким, небольшим, средним компаниям, чем гигантским. Дай пару слов про Nebius, раз ты затронул. А ты хорошо ее изучил, но тем не менее она не лидер в своем рынке. Это феноменально. И 330 миллиардов долларов, конечно, тоже феноменально. Итак, доброе утро. Сегодня 10 апреля, следующий день после того, как Дональд Трамп объявил об отсрочке в имплементации тарифов. И сегодня у нас в гостях один из тех людей, которые намного ближе к Вашингтону, чем Саша Янковская, я, Станислав Скрипниченко, или наш великолепный Андрей Потапов. Сегодня человек, который много лет живет в США и инвестирует в американские компании, управляющие хедж-фондом Kraken Capital, Артем Фокин. И сегодня мы будем спрашивать вас, Артем, о том, что вообще происходит в США, и в частности, что происходит с американским бизнесом и с small cap'ами последнее время. Вот, рада вас видеть и передаю вам слово. Расскажите, наверное, с того, что изменилось и вообще повлияли ли как-то тарифы и новая администрация на ваши портфельные компании. Ребят, доброе утро. Андрей, Стас, всем привет. Стас, мы вообще были с тобой на «ты» раньше, но если хочешь, можем остаться в записи на «вы». Мне не жалко, я не против. На тему влияния тарифов на портфельные компании. Отдать один ответ нельзя. На кого-то повлияло, на кого-то нет. Очень сильно зависит от индустрии, очень сильно зависит от бизнес-модели. И все эффекты я бы разделил на две категории. Первый – это непосредственный эффект, то есть компания ведет бизнес с Китаем, например, или компания ведет большой международный бизнес. Второй – прямой, но опосредованный. Я приведу конкретный пример из портфеля. Когда напрямую не очевидно, но, скорее всего, страдают твои клиенты. И третий – это уже опосредованный эффект второго, третьего, четвертого порядка, который часто тяжело просчитать. Давайте пройдемся просто по примерам из портфеля. Первая категория. Кто напрямую пострадал, потому что они ведут бизнес с Китаем. Именно cross-border, то есть трансграничный. Таких, мне кажется, в портфеле нету. Но когда выйдет отчетность за второй квартал, тогда может выясниться, что, оказывается, кто-то чем-то занимался, но это было не очевидно. Но на данный момент пока мне никто в голову не приходит. Вторая категория. То есть прямой, но не непосредственный, а опосредованный эффект. Приведу пример компании. Компания называется XPEL, XPEL. Компания, ее главный продукт – прозрачная пленка, поэтому вы ее не увидите, если вы ее воспользуетесь, которой можно обмотать машину. Не рекомендую это делать самим, потому что это сложно и занимает примерно часов 5-6 работы у профессионала. И эта пленка, у которой есть самозаживляющий эффект, будет сохранять вашего четырехколесного друга или подругу от царапин и прочих неприятностей. Эта компания продает свой продукт по всему миру практически. Она есть и в Дубае, и в Ереване, кстати, у них есть точка, Стас, поэтому если ты захочешь обмотать машину, если будешь покупать, то советуем, обращайся, потом расскажешь мне, как прошло. У них, естественно, много бизнеса в Америке, много бизнеса в Европе, много бизнеса в Китае. В Китае я был и посещал их магазины конкурентов. Китай для них большой драйвер роста в будущем. Соответственно, для них это может быть негативно. Но у компании есть производство, которое на самом деле на аутсорсинге, в 3 разных странах. США, логично, Индия и Китай. Соответственно, как я вижу, прямого эффекта на них нет. Но есть и посредственный. В чем он заключается? Обмотать машину для потребителя стоит примерно 4-5 тысяч долларов. То есть, если вы купите в Сан-Франциско условную там Tesla Model Y или BMW 5 серии или Porsche Cayenne, я думаю, вам обойдется такая обмотка, включая работу, то есть человека-часы, обматывальщика, назовем этого человека там. В английском есть хорошее слово «инсталлер», но вот лучшего слова, чем обматывальщик, я на русском придумать не могу. Обойдется примерно 5 тысяч долларов. То есть это не маленькая сумма. И, как вы можете догадаться, люди, которые покупают условную Toyota Prius, которая замечательная машина, она недорогая, они вряд ли будут тратить столько денег на ее обмотку. Человек, который покупает Porsche, скорее всего, потратит 5 тысяч долларов. Но если будут высокие тарифы на немецкие машины, идущие в Америку, тогда условные Audi
и Porsche, они станут намного дороже. И потребитель или кто-то из потребителей их не купит, скажет, не буду покупать, куплю Cadillac или Lincoln, например. Или они скажут, так, я планировал потратить условные 70 тысяч, теперь мне это обойдется в условные 85, сейчас цифры говорю очень примерно, и потребитель скажет, хотел, конечно, обмотать на 5, но мне ее теперь жалко, и он ее тратить не будет. Это вторая категория. Именно вторая категория потенциальных эффектов негативных. А третья категория – это все остальное по принципу, если будет рецессия из-за тарифов, то, скорее всего, достанется примерно всем. И еще четвертая категория – это компании, которые будут расти в плане выручки и прибыли, независимо от тарифов и рецессии. Такие компании, естественно, найти тяжело, но если вы их нашли, то берите и держите. Скорее всего, вы заработаете много денег. Супер. Ну вот вчера было очень сильное движение наверх, и я вижу, что NASDAQ вырос на 12%, S&P, если не ошибаюсь, на, по-моему, 9%, 10,5%, и фонд Рассела 2000, я так понимаю, что, наверное, корректно твой фонд сравнивать с этим бенчмарком, вот, он вырос на 8,5%. Ну и в целом, если посмотреть на последние 5 лет, да, то мы видим сильное отставание от large cap у фонда Russell 2000 и тем более от NASDAQ, да, по динамике. Вот, с чем это связано? Вот, то есть что вообще, может быть, структурно, да, происходит со small cap'ами, почему они имеют такое существенное отставание в целом от S&P 500? Хороший вопрос. Давай, у тебя даже, мне кажется, осталось два разных подвопроса. Первый, я просто дам пару комментариев по поводу большого движения любых индексов, будь то Russell 2000, SPX, S&P 500, NASDAQ, любой. Что вниз, что вверх. Я бы не придавал такое большое значение небольшим и резким падением вниз, не быстрым отскоком вверх. Потому что делают обычно журналисты, которые пишут про финансовые темы? Они берут некий статистический набор за последние условные 100 лет и говорят, у нас 6 сигма события случилось. Третий день в истории за всю историю наблюдений с точки зрения скачка. Или самый плохой день, или самый хороший день и так далее. А лучше вторник на этой неделе. Да? Но изменилась структура рынка исторически. По сравнению с другими историческими периодами, изменилась структура рынка, изменился набор участников рынка, и изменился тот, кто является, что в американском английском называется marginal sell или marginal buyer, инкрементальный покупатель и инкрементальный продавец. Количество хедж-фондов, которые оперируют на рынках сегодня, намного выше, чем оно было 20 или 30 лет назад. Количественных хедж-фондов, quantitative hedge funds, то есть тех, кто инвестирует через алгоритмы, намного больше, с точки зрения их денег под управлением, намного больше сейчас, чем было 20 лет назад. То, что называется multi-manager, market-neutral хедж-фонды, самые известные являются Citadel, Болязный, Point72, Point72 и Millennium. Тот капитал, который у них есть сегодня, он был намного меньше, опять-таки, 20 лет назад. Я беру 20 лет назад, это условная цифра, потому что последний большой кризис был как раз в 2008 году, если сейчас ковид ставить за скобки. И вот объем левериджа в системе, объем быстрых денег, fast money, принципиально отличается сегодня, чем было раньше. Поэтому любые движения, они происходят намного быстрее сегодня, чем раньше. Что я имею в виду? Это моя гипотеза. Если 20 лет назад 10% вверх заняло бы у нас неделю, или 5, или 3 дня, и мы потом говорили, какая была хорошая неделя, мы 4 дня росли по 2,4%, в итоге доросли примерно до 10, какая хорошая неделя. А сегодня это происходит за один день. А если быть более точно, наверное, за часа 2 или 3. Поэтому я бы просто не преувеличивал бы вот эти колебания, что вверх, что вниз. Это вот первая мысль. Вторая мысль, давайте, может быть, какие-то фоллоуапы, дополнительные вопросы на эту тему, а потом я перейду к твоему более долгосрочному вопросу о small cap, компаниях с небольшой капитализацией против компаний большой капитализации. Да, получается такая парадоксальная ситуация, когда мы, с одной стороны, должны были видеть из-за того, что больше денег стало на рынке, чем было 20 лет назад, больше размер экономики, больше компаний, мы должны были видеть более стабильный рынок. А мы видим рынок, который очень быстро растет, очень быстро падает, то есть волатильность как будто бы увеличилась. Вот. И связано это, если я правильно тебя понял, связано это с количественными фондами, которые, в том числе, наверное, с помощью вот таких алгоритмов типа моментума, да, там очень быстро вливаются в движение, которое происходит на рынке, и либо
усиливают рост, либо усиливают падение. Вот. И у меня еще мысль такая возникла, а возможно, что и скорость обработки информации увеличилась, да, то есть вот произошло какое-то событие фундаментально, да, и это стало быстрее отражаться в ценах. То есть раньше, условно, люди могли сидеть и думать о том, что все это значит, да, и на это требовались часы или даже дни, вот, то сейчас, как бы, может быть, с помощью там, искусственного интеллекта, может быть, с помощью просто более быстрых вычислений, вот эти какие-то изменения, которые происходят там, в политике или в экономике, они быстро отражаются в ценах, если я Да, тебя правильно я слышу. согласен. Посмотри на after-hours trading, то есть торговлю после закрытия рынка. Например, рынок закрывается в 4 часа 16:00 по Нью-Йорку, 13:00 по Калифорнии, и условная компания выходит в 13:15 по моему времени, 16:15 по Нью-Йорку, отчитывается о квартальных результатах. В течение 5 или 10 минут, в принципе, она не всегда, но очень часто цена этой акции выходит на тот уровень, на который она откроется на следующий день. Примерно. Да? Причем это мы не говорим про колебания в 1-2%, мы говорим там, плюс 10, минус 10. Ну, это условно там падает минус 9. На следующий день она открывается, торгуется и закрывается по итогам там, минус 10. То есть вот 90% этого движения на основании квартального отчета, где выходит много информации, менеджмент выходит, делает звонок, дает какой-то гайденс, дает какие-то апдейты по своему видению года и прочее, 90% реакции очень часто уже отражается в течение буквально 5, 10, 15 минут after hours. Причем мы помним, after hours ликвидность всегда меньше. Это не то же самое, что продать что-то в течение или купить. Продать что-то или купить что-то в течение торговой сессии. Ну да, получается, фондовый рынок так немного научился у рынка крипты торговать практически круглосуточно. Вот, и все, Не знаю, кого видимо, к этому научился. идет. Плюс в крипте, я настолько знаю хорошо крипту, но, по-моему, в крипте обычно намного меньше новостей. Или они более однородны. Ну, по крайней мере, они торгуются круглосуточно, Да-да. и кажется, как будто бы, да, что уже в 2025 году можно немного поменять вот, часы работы бирж. А знаешь, какие Вот. у меня идеальные часы работы биржи были бы для меня? Вот для моего стиля инвестирования, для моего стиля просто, моего личностного стиля. А рынок открывается раз в неделю по пятницам на 2 часа. А все остальное время рынок закрыт. Да, идеально. Для тех, кто принимает решения То есть неделю ты сидишь, по итогу работаешь, квартала, да. вообще не знаешь, что происходит с котировками, потому что их нету. Делаешь реальную работу, которая добавляет некую ценность для портфеля. И потом в пятницу проснулся, выпил кофе, позавтракал. У тебя 2 часа, ты отдал трейдеру установки, заказы, и через 2 часа тебе сказали, что сделано, что не сделано. И дальше идешь, все, по новой работаешь. Я на этой неделе вспоминал слова Баффета, что следить за котировками – это не инвестиции. Вот. А, нет, Поскольку ловил себя каждый час за слежением котировок. это очень похоже на doom-scrolling. У Kraken Capital 2 прайм-брокера, и на одном я обычно исторически торговал сам, и когда фонд был очень маленький, ну, как там, быстро пошел, купил, все сделал. Да? С течением времени я понял, что у меня это занимает много больше времени, чем мне хочется тратить на это. И мы открыли второго прайм-брокера. И на втором прайм-брокере у меня даже нету электронного терминала. Специально. То есть я просто торгую с голоса. Или пишу e-mail. То есть я пишу трейдеру e-mail, или если что-то срочно, я звоню. И говорю, так, давайте купим 100 тысяч таких-то акций по такой-то цене. Вот, пожалуйста, там делайте. И даю какие-то color, то есть дополнительные вводные из разряда. Там ограниченная ликвидность, поэтому давайте очень нежно, аккуратно, ничего не двигать. Или так, мне нужно эту позицию как можно быстрее, потому что, там, я думаю, через 2 недели будут earnings и будет большой бит, поэтому надо успеть купить всю позицию до этого мероприятия, потому что я не хочу ее покупать на 20% дороже. Вот, и я так торгую, я говорю просто с голоса. Намного лучше. Ты не видишь этого терминала, у тебя мозг не начинает такой Диснейленд для взрослых устраивать. Ну да, это же как раз специфика смолкэпов. У тебя фонд, насколько я понимаю, там на несколько десятков миллионов долларов. Так, около Вот, 50. около 50. Вот, и открыть какую-то серьезную позицию. Если мы с тобой бы делали этот эфир там день назад, я сказал бы там, было бы чуть меньше, там, сегодня мы делаем там чуть больше. Поэтому цифры варьируются, да, но около 50. Да, и это действительно отдельная работа в смолкэпах набрать позицию. Вот, поэтому абсолютно понятно. Так, давай тогда перейдем как раз Как с говорил смолкэпом. Карлсон, герой моего детства Карлсон, терпение, только терпение. Кстати, Карлсон говорил или нет?
Нет, он говорил спокойствие, только Спокойствие, да, ну, спокойствие, только спокойствие, терпение, только терпение он не говорил. А зря, надо было бы сказать. они друг друга, наверное, дополняют. Они Расскажи, испытываешь ли ты спокойствие, глядя на американские смолкэпы, и вообще, что там изменилось, почему вот есть это отставание, Да, ты если просто оно ну, есть? вопрос. На самом деле я делал, наверное, чуть меньше года, месяцев, наверное, 11 назад, я делал подкаст на английском, поэтому я потом могу вам, ребят, скинуть ссылку, может быть, добавить куда-то, куда вы будете добавлять запись этого эфира. Если кто-то готов слушать на английском, то был хороший подкаст около года назад. Давай дам несколько вводных вот по шагам, и вы меня после каждой вводной, я буду останавливаться и спрашивать там, согласны, не согласны, как вводный, и мы, если надо, обсудим, если нет, тогда я перехожу к следующей. Первое. Если взять 80 лет данных, 70 лет данных, то академические ученые, исследователи и сторонники смолкэпов говорят, посмотрите, из этих условных 80 лет смолкэпы генерировали большую доходность, чем ларджкэпы на всем этом времени, за исключением последних условно 15 или 20 лет. И исследователи говорят, значит, последние 15 лет, возьмем с 2008 года, условно говоря, мы находимся в абнормальном периоде. То есть текущее положение вещей, оно ненормально, так быть не должно. И поэтому мы вернемся, то, что small cap показывают меньшую доходность, чем большие компании большой капитализации, это, по их мнению, ненормально. И мы когда-то, ну прямо практически завтра или послезавтра, когда они пишут, причем это последнее завтра или послезавтра, у них там последнее несколько лет идет, а мы вернемся к состоянию нормальности. То есть компании меньшей капитализации будут показывать больше доходности. И опять-таки еще раз, базируется от исторических данных. Это первая предпосылка. Согласны с тем, что вот такой тезис существует в мире, в природе, многие люди его озвучивают? Да, конечно, это вот, теоретическая премия за размер. Чем меньше размер, тем больше кажется риск, и поэтому больше должна быть риск-премия. Вот. И Как говорится, и размер имеет значение, поэтому чем меньше small cap, тем больше доходность. И даже так называется small cap effect. Если там кто-то сдавал CFA или читал корпоративные книжки по финансам, такие толстые, то об этом пишут. На мой взгляд, такая постановка вопроса абсолютный булшит. То есть она неправильна. Мне кажется, такая экстраполяция неверна. Почему? Есть важный фактор, почему, мне кажется, такой исторический анализ неправильный. Outperformance, более высокая доходность компаний маленькой капитализации была достигнута принципиально другой структуре экономики и другой структуре, это самое важное, фондового рынка, чем существует сегодня. Причем small cap'ы получают удар с двух сторон, и они, что называется, застряли посерединке. Они получают удар и снизу, и про удар снизу, в принципе, говорят иногда, но не в контексте фондового рынка. И удар сверху. Пройдемся по двум ударам. Что я имею в виду? Начнем с удара снизу. Возьмем условный Airbnb, которым, я думаю, многие из вас пользовались, скорее всего, не один раз. Я пользовался, не знаю, наверное, с 2014 года первый раз пользовался, или с 2013. Иногда мы им пользовались. Отличный продукт. Многие мои друзья там работали, были среди ранних сотрудников. Отличный продукт, отличная компания, отличный бизнес. Если бы Airbnb существовал лет 30-40 назад, они бы вышли бы на биржу, когда у них капитализация была бы за 500 миллионов, миллиард, 1,5 миллиарда. И они бы попали вот в эту категорию small cap. А может быть, вышли бы еще раньше, может быть, вышли, когда им было 300 миллионов. И дальнейшее их достижение как компания с точки зрения роста числа клиентов, с точки зрения числа владельцев квартир, домов, дач и прочего, что можно арендовать на Airbnb платформе, этот рост они бы застали, рост выручки, рост прибыли, рост кэшфлоу. Пришелся бы на их жизнь как публичные компании. Но в условиях 10-х и 20-х годов компания, которая была основана когда? В году 8-м, 9-м, по-моему? По-моему, 8-м или в 7-м. Она вышла на биржу только спустя лет 13-14 и уже по оценке в несколько десятков миллиардов долларов. И она уже попадает не в small cap. Она уже попадает в large cap. Потом можете проверить точную оценку, когда она вышла, я сейчас не помню, потому что я использую пример как условный. И она уже не попадает в small cap. Вы ее пропустили. Кто схватил вот эту более высокую доходность Airbnb? Частный инвестор. Причем не столько даже ранние венчурные, которые всегда существовали, а то, что называется crossover funds. То есть crossover funds – это такие
полупубличные фонды, которые говорят, так, у нас очень много денег, а давайте мы еще будем частный, такой late-stage venture capital инвестировать. То есть вообще в старые времена в долине обычно был там seed round, Series A, Series B, Series C, но иногда Series D. Это редко было. Последние годы, ну, слава богу, в английском алфавите букв много, 26, поэтому до Z, по-моему, еще мы не дошли, но какой-нибудь Series F уже никого не удивишь с оценкой в 10 миллиардов или 20 миллиардов. И это проблема, потому что, на мой взгляд, вот тот outperformance small cap исторически был во многом достигнут за счет того, что многие компании, которые несли радикальную инновацию, то есть не incremental innovation, а то, что такое radical innovation, breakthrough innovation, disruptive innovation, если использовать книгу терминологии Innovators Dilemma Кристенсена, они приходились вот на эти small cap, и как публичный инвестор вы могли это схватить, да, вот capture. Это здорово, это удар снизу. Давайте вот перед тем, как перейду к удару сверху, если есть какие-то вопросы, уточнения по удару снизу. Да, то есть получается, что условно фонды, которые инвестируют в венчур, в private equity, в pre-IPO стадии, они просто забрали ту доходность small cap, которую раньше забирали инвесторы на фондовом рынке. Вот. Потому что изменилась инфраструктура, и теперь компании не надо для финансирования выходить на рынок слишком рано. Она может привлечь миллиарды долларов, оставаясь частной компанией. И вот я специально даже посмотрел сейчас Airbnb, 75 миллиардов долларов капитализация, и компания разместилась, если я правильно понял, в декабре 2020 года, то есть практически 5 лет назад, по более высокой капитализации, чем сегодня. Да? То есть она стоила больше, чем 80 миллиардов долларов уже. Да? То есть это совершенно другой действительно порядок монетизации ранних инвесторов. Да. И если венчурные инвесторы, они были всегда, ну, что ты правильно абсолютно говоришь, Станислав, это вот более late stage. Это называется growth equity. То есть private equity тоже корректный термин, но когда я говорю private equity, я обычно private equity подразумеваю в большей степени традиционный LBO, то есть leverage finance, leverage buyouts, которые покупают компании с очень высоким генерацией свободного денежного потока, free cash flow generation, и они готовы взять большой объем взаимного финансирования. А вот growth equity или crossover, они инвестируют в компании, которые обычно не прибыльные, но которые очень-очень быстро растут, им нравится юнит-экономика, и тут мы сейчас про нее проинвестируем. Да, а так они забирают хлеб, икру, масло и прочие вкусности у тех людей, которые инвестируют в публичный рынок. Это, на мой взгляд, это так. Это удар. Правильно я понимаю, что, по сути, сейчас мотивацией выходить на IPO, когда ты стоишь несколько миллиардов долларов, мотивации нет. Если у тебя успешная, да, там, суперуспешная, быстрорастущая компания, то тебе и так денег насыпят вот на уровне непубличных раундов. Вот. И у тебя, наоборот, мотивация есть как можно больше поднять денег на этих раундах, прежде чем выходить на IPO и там дилютить, да? Вот. Либо, если у тебя... Далюш, ты получишь и там. Независимо от того, ты привлечешь деньги. У меня вопрос. Ну, а все равно же есть компании, которые выходят как small cap. То есть, если бы так это работало, стало бы это мейнстримом, то тогда бы практически никто бы не выходил бы. То есть, я не знаю, есть статистика, что стало намного меньше выходить компании как малой капитализации? Есть статистика, что у нас вообще стало меньше публичных компаний за последние годы. Ну, в целом, да, в Америке. Это связано с тем, что очень много... Интересный тезис. Нет, это не тезис, это... Ну... Не принимайте ничего на веру, проверьте, я могу заблуждаться, это может быть... Да, нет, я понимаю, что это правда. Это не тезис, это вот так. Так стало меньше. А почему люди выкупают компании и мы дойдем до удара сверху. Когда я был маленький, был такой фильм «Двойной удар» с Жан-Клодом Ван Даммом. Может быть, помните. Вот, давайте вот про второй удар сверху, а потом с удовольствием вернусь, Андрей, к твоим вопросам о том, есть ли вообще IPO тогда, кто выходит, кто не выходит и так далее. Удар сверху. Про это вообще особо не слышу и не вижу никого, кто бы говорил. На мой взгляд, компании, которые являются мегакэпами сегодня, то есть условно Amazon, Microsoft, Apple, Meta, Alphabet, Intuit, какой-нибудь еще кто-то, намного более инновационные компании, чем те большие large cap, которые существовали условно 30, 40, 50, 60 лет назад. То есть у меня сильная гипотеза, что какой-нибудь там Xerox или HP, или назовите вот кого-нибудь из таких вот инновационных компаний 40-50 лет назад, они были по духу и с точки зрения
Причем по духу не просто вот spirit некий, который не потрогать, а под дух, который манифестирует себя в неких осязаемых деяниях. Они были не такие инновационными, как large cap сегодняшнего дня. Что это означает? Это означает, что многие large cap успешно запускают новые бизнесы, которые зачастую никак не связаны с тем, что они делают в своем предыдущем бизнесе внутри себя. В то время как условно 40 или 50 лет назад этот бизнес возник бы где-то не внутри этих больших компаний. Пример. Там есть несколько азбучных примеров. Начнем с самого азбучного. Это Amazon. Движение продавца книг к условной музыке, диски, помните, были такие диски или кассеты? Ну, это как-то логично. Движение оттуда в условные одежды, ну, какие-то там детские одежды, еще что-то. Или движение в предметы повседневного пользования. Салфетки какие-нибудь, еще что-то. Ну, тоже как-то логично. Движение в cloud computing, облачные технологии. Ну, это нелогично вообще. Что торговля всем чем угодно и cloud computing имеют общего? Ну, практически ничего. Но компания полуслучайно, полуинтенtionally увидела эту возможность и смогла ее использовать, и построила бизнес, который, если был бы отдельным, ну, этот бизнес тоже входил бы в топ-20 компаний Америки. Плюс-минус. Возьмем Microsoft, который 50 лет недавно исполнился, я не знаю, вы отмечали, не отмечали, я не знал, но просто мне мой Windows PC сообщил об этом, что 50 лет надо отметить. Смотрите, начинался как софтверный продукт. Ну, окей, понятно. Добавили какие-то другие продукты софтверные. Тоже это логичный экстеншн твоего бизнеса. Но многие вещи были добавлены за последние годы, которые ничего общего с этим не имеют. Или имеют очень мало. Там вот другой пример инноваций. Посмотрите Google. Если вы делаете оценку Google, там увидите Google Search. Туда же заположим YouTube, все, что связано с advertising. Потом будет куча консюмерских продуктов, какой-нибудь Gmail, за который, если вы платите, или 30% или 20% сейчас они берут в Android, в Google Play магазине. Но там еще будет и Waymo, и что-то связанное с healthcare, с здоровьем, здравоохранением и много чего еще. Waymo – это машины, которые сами ездят, self-driving cars. То же самое. Поменялся корпоративная ДНК и корпоративная культура этих компаний. Они намного более инновационны. Почему? На мой взгляд. Мне кажется, многие из них, если вы посмотрите, есть исключения, но многие из них базируются в Силиконовой долине, и мне кажется, они сохранили вот этот инновационный предпринимательский дух. Поэтому много чего рождается внутри. И многие, вот если посмотрите, многие из этих компаний, у них в совете директоров по-прежнему сидят венчурные инвесторы, которые в них или когда-то инвестировали. Они уже могли давным-давно продать, заработав свои миллионы, если не миллиарды. Но они остались в совете директоров. Почему? На мой взгляд, я не спрашивал, но я думаю, что компания хочет сохранить вот этот дух предпринимательства. Потому что они хотят строить внутри крутые продукты и новые бизнесы. И это удар сверху для small cap. Соответственно, куда я веду? Исторические данные были построены на экономике и структуре large cap, small cap, которая была совсем другая, чем сегодня. В старые времена, условно 20 лет назад и больше, многие радикальные инновации рождались внутри small cap. А теперь они рождаются или в small cap, когда они частные, Airbnb, или они рождаются внутри больших гигантов из разряда AWS, Amazon Web Services, Cloud Computing, бизнес Amazon. Это удар сверху. И поэтому я не очень верю в то, что если вы просто купите там индекс small cap, он на горизонте 5, 8, 10 лет покажет более высокую доходность, чем индекс large cap. В любой отдельный год или два может произойти все, что угодно. Или в любой отдельный день, неделю и месяц. Но если брать более длинный горизонт, у меня самые большие сомнения. Отлично. То есть, по сути, мы что имеем? Мы имеем крупные ларджкепы, которые действуют, по сути, как инвестиционные фонды внутри себя, аккумулируя инновации, аккумулируя человеческий капитал и позволяя предпринимателям расти внутри себя в отдельные направления, давая сразу и деньги, и инфраструктуру, и клиентов, и бигдату. То есть, по сути, это такие, если посмотреть и Facebook, и Amazon, и, наверное, отчасти и Google, да, это Berkshire Hathaway нового поколения, такие вот компании платформенные, которые и предпринимателей обслуживают, и предпринимателей в свой контур как бы поглощая. Вот. Мне кажется, в этом Google самый яркий пример этого. И правильно я понимаю, что и предпосылок нету, чтобы эта ситуация поменялась? Я имею в виду, что также они не станут более интересными, чем large cap и small cap. Смотри, я бы сказал так. Для того, чтобы изменилась эта ситуация, у тебя
Первое, чтобы я был прав в своем тезисе. Может быть, я не прав в своем тезисе. Да, это вот первое. Второе, если ты веришь в то, что я изложил, то для того, чтобы эта динамика поменялась, нужно или чтобы количество денег на частных рынках, имеется в виду private markets, стало меньше, и компании стали выходить раньше на биржу. Это раз. Или второе, и причем они не взаимоисключающие, чтобы large cap, гигантские компании стали менее инновационными. Это тоже может произойти. Они могут что-то сломать внутри своей культуры и корпоративного ДНК. И талантливые инженеры, продакт-менеджеры, люди с предпринимательским талантом и жилкой будут просто уходить оттуда. Причем многие уходят, потому что они хотят сделать что-то свое. Но многие талантливые люди остаются, потому что создана хорошая среда, которая им нравится. И как Стас правильно сказал, талантливого, то, что называется интрапренер, то есть как интерпренер, но только интро, то есть ты внутри. А у тебя много-много-много ресурсов. И тебе, если ты докажешь, что у тебя интересная идея, интересный продукт, за ним потенциал, тебе не нужно привлекать деньги, строить там бухгалтерию или HR или что-то подобное. Да? Там все есть, иди создавай, твори. Поэтому я не очень, вот концептуально, как сказал, я не очень верю в условный Russell 2000, его аутперформанс по сравнению там, с S&P 500. Есть другие факторы. Я сразу говорю, есть другие факторы. Потому что все, то, что вот я изложил, это основано на том, что у нас исторические данные старые не работают, но мы должны тоже учитывать и оценку. То есть если large cap очень высоко оценены, то есть какой-то потолок на то, что они могут показать. Этот фактор есть. И это вот третья вещь, Андрей, почему там, мой очень такой loosely held, очень предположение, даже не предсказание, предположение, к которому я не очень привязан и за него не буду держаться двумя руками и там с удовольствием его так отпущу от себя. Почему мне так кажется? Ну вот я нашел картинку, могу показать, с 30 тысяч на максимуме в 1996 году количество залистингованных компаний уменьшилось до 13 тысяч в 2019 году. Да, то есть мы видим прям неожиданно драматичное падение. И это вот действительно говорит многое о том, что происходит со структурой рынка и подходят ли нам вот эти вот старые идеи о том, что small cap, дескать, должны обгонять large cap. Вот. Хорошо, смотри, расскажи тогда, что ты видишь вот в своих компаниях, как вот, наверное, очень распространенный сейчас тезис, что вот новая администрация будет за счет тарифов поддерживать производство внутри США, и, дескать, все это замечательно отразится вот, внутри, прежде всего на малом-среднем бизнесе, и как бы small cap расцветут, и AI, где прежде всего применение находятся крупные компании, AI для small cap или там для, скажем так, среднего бизнеса, который инвестирует и работает внутри США, AI – это совершенно как бы такой не принципиальный фактор. Вот. Как вот ты видишь тарифы и AI как влияние на те портфельные компании, которые у тебя есть? Видишь ли ты это вообще сейчас как ключевой фактор? Поменялось ли вообще что-то вот в твоей оценке? Хороший вопрос. Я, если честно, думал, ты меня сначала спросишь про то, что, Артем, ты только что, мы тебя позвали говорить про small cap. Ты управляющий, который инвестирует преимущественно в small cap. И ты нам только что рассказал про то, что small cap, у них будущее какое-то очень такое блеклое, по твоему мнению. И, Артем, я думал, если ты спросишь, Артем, а зачем ты свое время, энергию, умственные силы тратишь на это? Я думал, если что, ты меня вот это спросишь, типа, Артем, а зачем ты этим занимаешься? Ну, хотелось бы, кстати, да, и этот вопрос мы чуть позже Давай сначала лучше отвечу хотели задать, да. потому что он связан с твоими вопросами про AI и тарифы. Значит, первое. Я не инвестирую в индекс. Мне не нужно, чтобы small cap, все или многие из них, создали что-то радикально новое. Мне нужно набрать 15, 18, 20, 22 small cap небольших компаний. Можно, кстати, и меньше. То есть, если не будет много набираться, будет 12, тоже не страшно. А для того, где еще вот эти инновации, причем я не говорю сейчас, сразу говорю, я не говорю про венчурную стадию. Я говорю, инновации, они могут быть и позже, да? Где это происходит, и которые создают какие-то новые продукты, новые бизнесы, и что-то, и смогут вот capture, захватить вот эту ценность. Это первое. Поэтому я не инвестирую в индекс. Это первое. Второе. В Америке живут много щедрых, добрых людей. Многие из них живут в Силиконовой долине. Но
Такие добрые люди живут не везде. Они живут далеко не везде в Америке. И их существование за пределами Америки еще меньше. Что это означает? Это означает, что если вам не повезло как предпринимателю, если вы не родились в Америке, или если вы сюда не приехали, а вы живете в условной Швеции, то возможность привлечь, как Станислав ранее говорил, много-много-много денег, как частной компании, скорее всего, у вас нет. А талантливые предприниматели есть не только в Пало-Альто, где я учился 2 года. И поэтому по-прежнему есть компании, возвращаясь к Андрею, Андрей спрашивал, Андрей так уже с грустью в голосе спрашивал, а есть ли вообще компании, которые идут на биржу, когда они не 70 миллиардов, или там 20 или 30? Нет, они есть. И многие из них хорошие, качественные компании. Но у меня всегда вопрос, когда я встречаюсь с такими компаниями, я делаю очень много встреч с разными компаниями management teams, много менеджерских команд в течение года, и лично в офлайне, и в онлайн в Zoom, благо Zoom это облегчил. Я всегда пытаюсь понять, как они оказались публичными. Иногда это происходит в силу каких-то исторических случайностей. Иногда они географически базировались там, где путь на публичный рынок был более логичным. А если это иностранная компания, как сказал, это еще более правдоподобный вариант. Например, у нас есть в портфеле пара шведских компаний, которые делают бизнес, одна сверхмеждународная, а другая достаточно международная. И я уверен, если бы они были бы в Америке, они бы не были публичными. То есть я уверен в этом практически на все 100. У нас, и при этом конкуренция за шведские компании среди моих коллег-менеджеров намного меньше. У нас есть в портфеле... и, кстати, самое интересное, знаете что? Что вот вчерашний день, для вас вчерашний, это среда, мы не берем, потому что у меня еще среда, берем вот там вторник, да? А вот по состоянию на вторник с начала года year to date Каракан был -1, -2% примерно. Может, даже ближе к нулю. Точных цифр я не знаю, потому что они, постоянно меняются, плюс мы уже пообсуждали дамскроллинг на котировке, то есть так, ты стараешься от этого немножко абстрагироваться. В то время как индексы для контекста были, не знаю, там, -12, -18, в зависимости от того индекса, который вы возьмете, может, даже больше. Нет. From peak to trough, то есть с пика до дна, было больше 20. Year to date, значит, наверное, 13-15 минус. То есть это большой outperformance. Откуда это было? Поэтому все может измениться, там у нас еще долгий месяц апрель. Откуда произошло? Один из факторов было то, что эти две шведские компании показывают феноменальные результаты. Фундаментальные. И рынок на них реагирует. Там одна компания, я такого никогда в жизни не видел, у них был гайденс на год, условно, 160 единиц прибыли. Да, неких там 160 единиц. Они выходят 4 апреля и говорят, господа, мы хотели сообщить вам, что мы уже выполнили за 3 месяца и 4 дня весь свой гайденс, вот квоту, назовем это так по-русски, за целый календарный 25 год. Я такого никогда в жизни не видел. Не знаю, нужны 2 по ним, что я еще как-то бы понял. Они вышли 4 апреля. Типа, здравствуйте. Мы вам в конце декабря, в начале января дали гайденс, мы уже его выполнили. Продолжаем работать. Это нетипично. Бывает, да? Или у нас есть в портфеле израильская компания. По израильской компании. Феноменальная вещь. Значит, смотрите. CEO базируется в Ирвайн, Калифорния. Это такой городок, не очень далеко от Лос-Анджелеса. Очень замечательное место. CFO базируется в Бостоне. Продажники в основном в Америке. Точнее так, у них 36 продажников. Из них, наверное, 34 будут в Америке. Или 35. Больше половины выручки из Америки. Но компания листингована в Израиле. У нее вся отчетность на иврите. Поэтому, как говорят, дай бог здоровья чату GPT и Google Translate, а также моим израильским друзьям, которые могут, если что, помочь, которые говорят, естественно, на иврите, на хибру. Но при этом, вот с точки зрения всего содержимого, substance, эта компания американская. CEO американец. Американец итальянского происхождения, который вырос на Лонг-Айленде. CFO, он израильтянин, но он в Америке там столько же, сколько я примерно, там 20 лет, чуть больше. Инженерный талант, именно изобретатели, которые там слепили этот продукт, там главный изобретатель такой, крестный отец всей этой индустрии, не в смысле криминальном, Коза Ностра и крестный отец, именно как вот такой вот патриарх, назовем это так.
А он израильтянин и талантливый инженер, но не в Израиле. Выручка, опять-таки, выручки в Америке. Про нее американцы еще не поняли. Они про нее особо ничего не знают. Я уверен, что если бы американцы не поняли, американские инвесторы. Вот пример. Если бы они были американской компанией, я думаю, они не были бы публичными. Я практически уверен. Это тяжело очень проверить, потому что у нас нет альтернативной реальности, где мы можем сделать A/B-тестинг. Но я очень сильно в это уверен. Это вторая причина, да, почему мне по-прежнему нравится small cap. Просто их искать надо везде. Теперь по поводу... Давайте, я сделаю паузу, если есть какие-то уточняющие вопросы, комментарии, а потом перейдем к AI, тарифам и прочему. Как это? У тебя вечер, да, сейчас? Да. Ночь, да? Вот вечер перестал быть томным. Сколько тогда у тебя на США приходится и сколько на другие рынки? Слушай, это очень сложный вопрос, потому что будет зависеть от того, где будет классификационная грань. Если будет условно листинг, то это будет один ответ. А если, например, про эту израильскую компанию, я про нее думаю как американскую компанию, а не как израильскую. Но если потому что я беру критерий, где больше всего они зарабатывают денег. Но если ты скажешь, Артем, давай смотреть на критерий налогового резидентства, материнская компания, скажу, тогда это Израиль. Или на листинг. Израиль, потому что акции торгуются на Tel Aviv Stock Exchange, Тель-Авивская биржа. Ну да, мне кажется, тогда, если мыслить противоположным образом, да, то есть смотреть с точки зрения того, где они больше зарабатывают, тогда и Apple, и Tesla – это все-таки китайские, да, компании. Знаешь, я Вот. не знаю ни Apple, ни Tesla, поэтому Да. я не готов сказать, но я думаю, что вряд ли Китай с точки зрения выручки является главным для Apple. Про Tesla я не знаю, но Apple, опять-таки, я не знаю, я могу заблуждаться, я не знаю. Но вот у топовых компаний в США, мы как-то смотрели, те, кто зарабатывают больше половины выручки за пределами США, растут примерно в 2 раза больше по выручке, чем те, кто зарабатывает больше половины внутри США. Это вот то, что касается S&P 500. Смотри, вот то, что ты говоришь, это достаточно старая парадигма, просто в контексте новой экономики. Что я имею в виду под старой парадигмой? Наверное, лет 30 назад есть такой инвестор в Америке, Том Руссо. У него есть видео на YouTube, очень уважаемый инвестор и так далее. Он приходил к нам в Стэнфордскую бизнес-школу, он его выпускник, он приходил к нам несколько раз выступал, когда там учился и так далее. И я несколько раз с ним общался в контексте именно таких небольших групп. А он много-много-много лет назад сказал, что там emerging markets, я сейчас очень сильно упрощаю, окей? Это будущее, растущие стандарты жизни населения сотен миллионов человек будет большим драйвером экономики и роста, может заработать денег. Но он не пошел в условные попытки купить какую-нибудь компанию в Индонезии или какую-нибудь компанию в Китае или в России или в Индии. Он сказал так, я опять-таки очень упрощаю. Население развивающихся рынков тоже будет хотеть кушать вкусный шоколад. Давайте мы проинвестируем пить кофе. Давайте мы проинвестируем в Nestle. Европейская компания с понятным корпоративным управлением, прозрачностью и так далее. Это не какая-нибудь там, не знаю, условная Индонезия, где корпоративные стандарты отличаются. Или давайте проинвестируем, люди любят пить пиво. Давайте проинвестируем в какие-то пивные компании, которые такие гигантские конгломераты по всему миру. И вот то, что ты говоришь в контексте именно многих технологичных компаний, то же самое. Там, условный, назови компанию, гигантский объем выручки будет приходиться за пределами Америки. Да, это есть. И тем самым ты инвестируя во многие американские компании, ты получаешь exposure и на другие рынки. Если ты причем посмотришь отчетность любого из бигтеков, они обычно говорят, наша выручка выросла на 22%. Но если мы применим постоянную выручку, постоянный курс, constant currency, стабильный валютный курс, то мы выросли, дальше она бывает на 17, иногда там на 25. Правда, когда они выросли на constant currency на 17, они обычно не говорят. Они стараются так замолчать, потому что тогда их достижения выглядят более скромно. А если в constant currency они выросли на 25, а в отрепортованной валюте на 22, они всегда это подчеркнут, потому что они молодцы. А у нас Стас пропал, мы его потеряли. Ну, ничего страшного, мы ему расскажем. Расскажу. Посмотрит записи. Так. Да, вы спрашивали про AI и тарифы. Ну, раз ты сказал про себя, скажи, пожалуйста, у тебя так доля в итоге сейчас поменялась, ты стал более международный, если взять по листингу. Скажи по 2 параметрам, листинг и выручка. Ну, ты же анализировал это достаточно. Просто ты спрашиваешь, изменился или не изменился. Понимаешь, я всегда искал хорошие идеи за пределами Америки.
Например, в 2020 году компания, которую мы инвестировали в 2016-2017 годах и продали в 2020, это была компания, которая... Так, по-моему, ирландская компания с ирландским CEO, сыном ирландского известного миллиардера, которая торговалась в Англии, а SEO базировался в Лас-Вегасе, а потом в Лос-Анджелесе. И команда базировалась в Лас-Вегасе и в Лос-Анджелесе. Потому что я и с ним в Лас-Вегасе встречался лично, и с его главным CTO, Chief Technology Officer, встречался лично в Лас-Вегасе. То есть я всегда искал такие компании. То есть у тебя, я это называю, акция сирота, orphan stock. Потому что непонятно, кто в него инвестирует. Потому что, применяя вот мою израильскую компанию, которая сейчас в портфеле, израильтяне скажут, ну что мы знаем про американский рынок, на котором она продает свой продукт? Зачем нам туда лезть? А американцы скажут, слушайте, она торгуется в Израиле, там непонятные часы торговли, плюс рынок закрыт. Кстати, это очень забавно. Я ее покупаю через тот брокер, где я торгую с голоса, ну или там через email даю инструкции. И, естественно, брокер, у них выходной суббота, воскресенье. Prime брокер. А в Израиле выходной пятница и суббота. Поэтому у меня только 4 торговых дня реально, чтобы эту акцию купить. Вот, это очень забавно, потому что я первый раз, когда я его покупал, мне трейдер пишет в четверг вечером, столько-то купили, остальное продолжим в понедельник. Я думаю, ничего себе, а что завтра-то он ленится работать. Тут до меня доходит, что пятница не рабочий день, а я понимаю, что в воскресенье рынок открыт в Израиле, а брокер, прайм-брокер, он-то не работает. Поэтому забавно. Слушай, я просто думаю сейчас в процентах, не знаю, наверное... Смотри, Андрей, это очень вот навскидку, наверное, не знаю, процентов... Увеличилось, ты просто скажи, увеличилось у тебя больше компаний интернациональных, зарубежных? Наверное, да. Наверное, да. Если брать последние 5-7 лет. То есть стало более интересных. Окей. Слушайте, ну вот ты хотел перейти к тарифам, но если коротенько тогда перейди, я не знаю, как они повлияли и на AI. Ну, ты сказал про тарифы, про AI тогда, может быть, на small cap. Слушай, смотри, AI очень интересная вещь. В AI есть, если немного упрощенно и немного огрубляя, есть три. Есть вот вопрос, как инвестировать в AI, это одна тема. Другая, как это будет применяться условно с полкапами, ларчкапами и прочим. Давай я быстро скажу про второе, а потом про первое, потому что это, мне кажется, тоже очень интересно. Про второе. Я не уверен, и это вот та гипотеза, которую я завтра, если я увижу противоположные данные, я от нее откажусь и на этом переживать не буду. Мне кажется, что AI намного больше поможет маленьким, небольшим, средним компаниям, чем гигантским. Если очень грубо, Colt на Диком Западе намного больше помог тем, кто был слабее, чем тем, кто и так был там 2 метра ростом и косая сажень в плечах. А кто-то, кто был более скромных размеров, им Colt был более... Он их уравнял намного сильнее, чем когда у них Кольта не было. Поэтому мне кажется, что я очень допускаю сценарий, при котором AI-технологии больше помогут средним и маленьким компаниям, чем каким-то гигантским. Вот именно не технологичным компаниям, которые как-то будут брать AI и применять у себя в работе. Это моя гипотеза. Спросите меня через год или когда меня снова позовете, я, может, скажу, ребята, знаете, гипотеза оказалась абсолютно неправильная, спустя месяц от нее отказался. Я скажу, нет, я по-прежнему нравится, по-прежнему не уверен. Ну, уже же тенdenция видна, он же не вчера появился AI, то есть уже год как минимум 2 активно все используют. Понимаешь, у вас запись детям не показывают? Вот, ну отлично. AI это примерно как... Нет, не будем шутить. Ребят, про AI говорят все. Кто-то его использует, все разбираются, как его использовать. Сказать, что кто-то его использует полностью очень эффективно, и кто-то есть. Но это пока в очень ранних зачатках. На мой взгляд, с того, что я вижу и слышу. Вот, это вот про использование. А про AI именно как инвестирование, value creation и так далее. Мне кажется, есть 3 разных категории. Их больше, берем 3 большие. Первая категория – это все, что связано с инфраструктурой. Условный Amazon, условный Microsoft, условный Google, условный CoreWeave, условный Nebius. Вторая категория – это модели, LLM, Large Language Models. Третья категория – это applications. И вопрос, где в итоге будет создано больше всего ценности. На мой взгляд, и у меня такой точки зрения не было еще, не знаю, год назад, на мой взгляд, больше всего ценности будет в applications. Потому что инфраструктура, мне кажется, будет достаточно коммодитизирована. У тебя важна очень масштаб, скейл в инфраструктуре, но у нас будет несколько больших игроков, и они будут конкурировать друг с другом. То есть будет ли это хороший бизнес? Скорее всего, да.
Будет это какой-то феноменальный бизнес, я не уверен. Потом есть LLM. У меня подозрение, многие люди любят проводить параллель вот Google и Search, который владеет всем этим пространством. Никто, я не буду говорить, Андрей, тебе, Андрей, а про Bing, пожалуйста, что-нибудь. Да? Нет, Google. А многие проводят параллель, что будет также в LLM. Я не думаю. Мне кажется, другой исторический контекст, другая структура индустрии. У нас уже есть несколько LLM, которые иногда один лучше, иногда другой лучше. В одном use case, в одном применении лучше условный ChatGPT OpenAI, в другом кто-то пользуется Claude, в третьем кто-то использует гугловский Gemini и так далее. То есть я думаю, что это будет олигополия, но я не думаю, что кто-то один станет безусловным лидером. А если у тебя есть олигополия, которая примерно равные игроки с точки зрения доли рынка и примерно равные игроки с точки зрения продукта, я думаю, у тебя примерно доли рынка расползутся тоже с точки зрения удобства потребителя. В этом плане, кстати, у Google намного больше шансов захватить больше долю рынка, потому что можно залинковать твой Gmail, Google Drive, еще что-нибудь с Gemini. В то время как у чата GPT, OpenAI, у них ничего такого нет. И, наконец, третье – это application layer. И мне кажется, application layer, вот они больше всего смогут захватить эту стоимость. Почему? Потому что у application layer есть proprietary data, у которых ни у кого нет. То есть представь, что ты занимаешься продажами чего-нибудь. У тебя есть CRM-провайдер. HubSpot или Salesforce или кто-то другой, неважно. У них есть гигантский объем данных, который создал ты, твои продажники или твои маркетологи, который живет в их экосистеме. Это закрытые данные. Майгрейт их куда-то, наверное, можно, но ты их будешь, если пытаться сделать их миграцию, ты будешь делать миграцию в примерно такой же продукт. Просто конкурентный. Я думаю, тебя все твои продажники убьют, если ты пытаешься это сделать, потому что это дико головная боль, и это не очень хорошо. В итоге, если они возьмут и сделают соответствующие AI tools, что становится все больше, их дешевле и дешевле делать, то они смогут создать гигантскую ценность для клиента и для себя. А в этом плане, кстати, вот DeepSeek, несмотря на все дебаты, сколько денег они точно потратили, делали они distillation или не делали, и вот все вот эти технологические вещи, которых там ни я, ни, скорее всего, вы не квалифицированы, чтобы обсуждать именно глубоко и всерьез, он показал, что денег нужно точно намного меньше, чем думали раньше. Насколько, мы не знаем, но точно меньше. Поэтому, мне кажется, вот это будет в application layer. Но опять-таки, спросите меня через год, я с удовольствием вам скажу, ребят, я был неправ, я придумал, ценность будет в другом месте. Это возможно. А у тебя... Тогда получается, что шансы на то, что именно у компаний small cap, да, есть какие-то большие объемы данных в какой-то узкой нише, мне кажется, эти шансы маленькие, да, то есть большие данные все-таки у больших компаний. Смотря какая компания. Например, одна из корпоративных компаний делала недавно... Компания работает в индустрии, где реклама в Гугле или реклама в Инстаграме, Фейсбуке и так далее де-факто запрещена. Там есть loopholes, есть лазейки, и ими люди пытаются злоупотреблять, но они маленькие. То есть ты огромный, там, сотни тысяч клиентов ты так не приведешь себе. Чуть-чуть можно привести, но сотни тысяч нет. Поэтому для этой компании очень важен Search Engine Optimization. SMM по-русски это? Или SMM это другое? SEO. Да. Search Engine. Да. Вот для них очень важен Search Engine Optimization. Они, например, чтобы вы понимали, маркет-кэп компании меньше 300, нет, сейчас, наверное, уже больше, грубо говоря, $300 миллионов для простоты. То есть небольшая компания. Но они сделали специальный продукт, который им помогает генерировать высококачественный контент, который еще больше создает крепость вокруг их. Вот для них Search Engine Optimization – это их крепость. Да? Вот это замок, окруженный крепостью, рвом, в нем крокодилы, в общем, все по баффету. И они используют AI последние, наверное, 15 месяцев, 18 месяцев, 12 месяцев, чтобы еще больше вот этот ров вырыть поглубже и запустить туда еще с десяток крокодилов. Небольшая компания использует AI активно. Они буквально Investor Day у них был недавно, они это показывали и рассказывали про этот продукт. Но это совсем нишевые, да, какие-то истории, вот, и маленькие рынки, если я правильно понимаю. Смотри, если ты инвестируешь в small cap, у тебя очень упрощенно. Два варианта. Вариант первый. Эта компания маленькая, потому что она была маленькая, она сейчас маленькая, она будет маленькая. Потому что у них продукт, так себе, очень коммодитизированный, менеджмент так себе, полубалбес и полунет, и они такими и будут. Да? Вот это большинство small cap. They're small because they're small. А дальше у тебя есть компании, которые... кстати, еще третья категория компаний. Мы тоже про них говорим. Это феномен 22 года. А вторая категория компаний, которые маленькие, но которые будут больше с течением времени.
Такие тоже есть. И в первой категории ты никогда не получишь лидера рынка. Потому что ты не можешь быть таким глуповатым, не очень sophisticated лидером рынка. Можешь ли ты быть продвинутым лидером рынка? Можешь. Но тогда у тебя рынок должен быть очень относительно маленьким. Иначе ты не можешь быть компанией с капитализацией 300 миллионов и доминировать на рынке, который 10 миллиардов, или 100 миллиардов, или 50 миллиардов. Это невозможно, у тебя капитализация будет совсем другая. Или тогда ты маленький игрок на этом рынке, и там много-много разных игроков. Тогда у тебя не будет экономической прибыли, ее будут отъедать. Ты будешь зарабатывать returns на уровне стоимости твоего капитала. Это неинтересно. А если ты маленькая компания в маленьком рынке, но при этом ты лидер, потому что, как говорится, nobody cares, никому, всем по барабану на твой маленький рынок, никому он не интересует, но рынок растет, и тебе надо сохранять свое лидерство. Потому что мы живем в капитализме, естественно, появятся конкуренты, они попытаются тебе этот рынок забрать, откушать твою долю рынка. И вопрос, как ты ее сможешь защищать. И наиболее умные команды, менеджеры, основатели, фаундеры, они об этом думают заранее. Хорошо, вот у нас сейчас там, рынок миллиард, условно, у нас капитализация 300 миллионов, мы думаем, рынок будет через 5 лет 10 миллиардов, что нам нужно сделать сейчас, чтобы мы по-прежнему остались лидерами на этом рынке, чтобы у нас его не съели. То есть речь идет про компании, которые таргетируются в небольшие рынки, но с большим потенциалом увеличения этого рынка. Да, то есть это не продажа, я помню, как-то Educational Development компанию инвестировал, которая занималась книжечками для детей, вот, еще и по модели MLM, она их среди мамочек распространяла. Вот, и это как бы рынок, который, они с гордостью говорили, рос на 5-7% в год. Вот. И, ну, как бы это не то, что может вырасти за 3 года там, в 10 раз, да, этот рынок. Он очень, в принципе, как бы рыночная ниша ограничена. То есть мы изначально, если хотим вкладывать small cap успешно, да, то мы должны вкладывать именно в такие сегменты, вот, как условный Nebius, да, где рынок инфраструктуры для вот, компаний, которым нужны мощности вычислительные, нужен AI. Вот этот рынок быстро растет. И он уже составляет там, $1 миллиард, будет составлять, там, не знаю, сотни миллиардов, может быть, долларов. Можно маленький комментарий как раз вот по тезисам Артема, что, ну, опять же, дай пару слов про Nebius, раз ты затронул. Это, я так понимаю, ты хорошо ее изучил, но тем не менее она не лидер в своем рынке, и плюс ты говоришь, что не будет создаваться большего value в инфраструктуре, то есть, ну, это как commodities будет. Nebius относится и туда, и туда. То есть не лидер и в инфраструктуре. А в портфеле есть. Да. Ну, смотрите, да, давайте сразу надо оговориться. Так, я презюмирую, что у нас слушатели будут знать, кто такой Nebius. Что такое Nebius? Ну, или... 2 слова, конечно, скажи. Конечно. Когда Яндекс провел разделение своих активов на активы за пределами Российской Федерации и активы внутри Российской Федерации, западные бизнесы стали, это юридически это та же самая холдинговая компания Яндекс Холдингс НВ, которая была, но российские активы были выделены, а активы за пределами Российской Федерации остались в этом холдинге. Это оказался набор, наверное, из 4 или 5 активов, в зависимости от того, как считать, и она сейчас торгуется на бирже. И Caracan Capital, то, что Андрей, видимо, и Станислав видели мои письма, которые я писал инвесторам или друзьям Caracan Capital, и читали. Я в письме за 4-й портал я как раз писал про Nebius, потому что мы инвестировали в Nebius в ноябре 2024 года, это правда. Когда я говорю «мы», я имею в виду фонд. Соответственно, мы инвестировали, чтобы вы понимали контекст. Акции, я такого никогда в жизни не видел и даже не читал. Акции компании Яндекс перестали торговаться на бирже, по-моему, 28 февраля 2022 года. А стали торговаться они снова, по-моему, 18 или 20, по-моему, 18 октября 2024 года. То есть примерно 2,5 года. Я такого никогда не видел. Как вы можете догадаться, те счастливые акционеры Яндекса на Западе, которые владели акциями Яндекса постоянно на 28 февраля 2022 года и не успели их продать до этого, они остались вот с ними на руках, без котировок. Понятно, если какой-то был параллельный рынок, то был настолько лимитированный и сложный, что это практически для 98% акционеров это нерелевантно. И они с ними радостно сидели. Как вы можете догадаться, когда им сказали, ребята, а может теперь их продать на NASDAQ, многие так и сделали. И когда возникают такие ситуации, это вот мечта человека, который занимается event-driven инвестициями или special situations. Да? Это просто вот мечта. Это вот как из учебника. Поэтому, естественно, я не мог пройти мимо и не посмотреть.
Если очень грубо, тезис звучал примерно так. Акции Яндекса в октябре, в конце октября, начале ноября 2024 года торговались примерно $20, 20-21. И у них были несколько активов. Соответственно, первый актив – это был кэш. Кэш, в общем-то, есть кэш, его легко оценить. Примерно 10, 11, 12 долларов за акцию. Сейчас по памяти, поэтому навскидку. Дальше. У компании был дата-центр в Финляндии, судя по всему, очень хороший, из того, что я изучил. И он, наверное, сколько он стоит, бог его знает. Наверное, он $7 стоит, $8 стоит, $10 на акцию. Это интересно. То есть у тебя кэш плюс этот дата-центр, у которого есть какие-то клиенты, они продают вот этот AI-компьют, тоже, наверное, около $10 стоит. Здорово. Что еще у них есть? Дальше у них есть пара стартапов маленьких. Один TripleTen, другой Toloka. Оба связаны с Artificial Intelligence, но они не настолько интересные, насколько они... Нет, они классные стартапы, но они не очень большие. Там накинем еще $2-3 за них. Дальше. У компании есть 28% доля в компании ClickHouse. Очень упрощенно, это очень сильно технологичная компания. Это бывшая, она была как прямо создана в Яндексе, потом ее выделили отдельно и привлекли внешнее финансирование от не самых глупых американских инвесторов. Привлекали по оценке, по-моему, $2,1 миллиарда. Но это было в 2021 году. В 2021 году много чего было по-другому. Это, может быть, эта компания стоит меньше, может быть, она стоит больше. В ноябре прошлого года, октябре прошлого года я не знал. Может больше, может меньше, не знаю. Но она запросто может стоить еще 4, 5, 6, 7, $8. Запросто. Потом еще есть, и вот это уже интереснее, компания Everite. Это бывший Яндекс Self-Driving Cars, Autonomous Vehicles, самоездящие машины. И потенциально Everite, который базируется теперь в Остине, и Яндексу принадлежит, по-моему, не Яндексу, Небесу принадлежит, по-моему, 95%, потенциально дико ценный актив. Почему? Первое. У нас есть Waymo, принадлежит Google, лидер на рынке self-driving cars. Есть Tesla, которая тоже очень продвинутая, но Tesla делиться своими технологиями ни с кем не будет. Waymo, в принципе, может свои технологии продать по лицензии условному Ford или Toyota или Hyundai или еще кому-то. Дальше. У нас есть другие, есть еще несколько игроков, но они поменьше, не такие успешные. Я разговаривал с некоторыми бывшими сотрудниками, поэтому достаточно хорошее представление о том, как выглядит индустрия, у меня сложилось. Дальше. У нас есть несколько компаний, для которых self-driving cars это потенциально, на мой взгляд, может быть мечом, который им обрубит голову. Uber, Lyft, Grab в Азии и вот другие ride-hailing, как вот Яндекс.Такси или были в России, только условные Uber и его подобные компании. Для них есть вариант, есть сценарий, при котором для них это будет хорошо. Потому что не будут машины, которые ездят сами, и не будет человека, сидящим между рулем и сиденьем, то есть водителя, которому надо платить. Будут просто машины, это будет потенциально, может быть, более прибыльный бизнес. Это сценарий. Есть другой сценарий. Waymo скажет, мы сделаем это сами и без вас. Если кто любит 12 стульев, у меня есть все основания полагать, что я также справлюсь с вашим делом без вас, сказал Остап Ибрагимович Ипполитову Матвеевичу. И зачем тогда Uber? Потому что, если вы посмотрите на данные, в Сан-Франциско, где Waymo запустился одним из первых, они очень быстро захватили очень высокую долю рынка. Сейчас то же самое происходит в Остине. И для Uber потенциально это смерть. Затем у тебя есть игроки, Hyundai, Toyota, Ford, GM, Mercedes, Volkswagen, Stellantis, то есть производители машин, АвтоВАЗ, шутка, которым очень self-driving cars тоже могут быть большой угрозой. Им надо что-то сделать. И в этой ситуации, на мой взгляд, условному Hyundai или условному Uber вложить $250 миллионов, $500 миллионов, даже $1 миллиард в Everite, который принадлежит Небиусу, по оценке в $4 миллиарда, может быть 2, может 3, может 4, может 5, я не знаю. Это как прививка от гриппа. Стоит денег, может быть, и жалко, но она точно того стоит. Здесь примерно то же самое, просто масштаб цифры намного больше. И Everite один может, на мой взгляд, и, наверное, тоже может, стоит с точки зрения пересчета на акцию Небиуса, от, не знаю, $3 до 20. Я специально беру очень большой разброс, потому что никто не знает точно. И в итоге в октябре-ноябре месяце у меня был тезис, что есть, в Америке это называется sum of the parts, то есть сумма частей, которые вместе стоят намного больше, чем $20, где акция торговала. Обычно sum of the parts, как тезис, очень плохой, и он обычно не работает. Почему? Потому что как эти части остаются, и ничего с ними не происходит. Есть два исключения, на мой взгляд. Первое исключение, если есть активист, который приходит, дробит эти части и распродает по частям. Второй вариант, если компания работает в индустрии, которая настолько секси и всех интересует, что люди скажут, бог с ним, что это конгломерат,
это все равно безумно интересно. У меня такой был тезис. И мы инвестировали, там, в ноябре месяце, там, около между 20 и 21 долларов, по-моему, покупали. Но рынок штука достаточно эффективная. И, то есть, я думал так. И смотрите, у меня еще было ощущение, убеждение, что у меня есть аналитическое преимущество в этой ситуации. Потому что, в отличие от большинства американских инвесторов, с кем я конкурирую, я знал про Яндекс ситуацию, я знал про этот реструктуринг, я знал про команду, я знал, что Аркадий Волош – это феноменальный предприниматель, я знал всю эту историю. То есть у тебя гигантский вот edge, аналитические преимущества по сравнению с другими участниками рынка. Но где-то, наверное, в январе месяце, как говорят в Америке, каждый Джо Шмоу, наверное, на русский надо перевести, как каждый Вася Пупкин, в Твиттере, ну не каждый, но очень многие, стали излагать тезис, который примерно как мой. Ну, он поглубже, чуть более утонченный, лучше детали, но глобально, вот direction, директивно, он очень похож. И в этой ситуации ты понимаешь, что у тебя уже, наверное, возможность для недооценки намного меньше. И поэтому мы Nebius продали между 27 и 40 долларами в январе месяце. Мы оставили себе совсем чуть-чуть, но глобально мы ее продали. Поэтому, когда ты говоришь, что в наш портфеле, вот, ну, как бы вот, ну, чуть-чуть, но это уже не очень важно. Вот. И это по тезису. Дальше. Ты говорил, Артем, это вот одна из причин, почему я продал, потому что инфраструктура... И смотри, еще, Андрей, важный момент. Условно говоря, в октябре или в ноябре я знал про эту индустрию меньше, чем я знал в январе или сейчас. Соответственно, мое мнение, это первый фактор. Второй фактор. При разных ценах на акции у тебя возникают разные вопросы. Когда акция стоила 20 в октябре-ноябре, и про нее никто практически не знал, я понимал, что шанс вероятности очень сильно в мою пользу, что я заработал. Когда она стала стоить 30, 35, 40, в какой момент она дошла, кстати, до 48, по-моему, даже. Ну, нас уже не было. Или там, ну, было, ну, там, чуть-чуть уже, неважно. Ты понимаешь, что на нее смотрят все. Кто-то понимает глубже, кто-то не глубже. И, в отличие, когда я покупал, на мой взгляд, я покупал с гигантским дисконтом к сумме, к стоимости этих частей, ценности этих частей. Когда она стала торговаться по условным 40, этот дисконт, может быть, он есть. Я могу сконструировать сценарий, где он есть. Но я могу сконструировать много сценариев, где его нет. И в этой ситуации тебе нужно или знать компанию намного глубже, чем твои конкуренты. И во многим компаниям, я без ложной скромности скажу, что есть компании в портфеле, которые, на мой взгляд, среди там 3, 4, 5 самых информированных людей по этим компаниям. По Nebius я понимал, что у меня такое искать не смогу. Потому что индустрия, слишком быстро развивается, и многое меняется. Более того, это из разряда «расскажи Богу о своих планах», он на того посмеется. Я полагал, что IPO компании CoreWeave, это большая компания, которая занимается примерно тем же, чем Nebius, есть, правда, куча оговорок, будет важным катализатором для Nebius, чтобы акция выросла. IPO CoreWeave стало важным катализатором, как я думаю, для падения акций Nebius. Это уже было в марте месяце. Потому что бизнес CoreWeave оказался намного хуже, чем мы думали, когда это была частная компания, и мы не видели ее финансовых показателей. Когда мы их увидели, мы поняли, что, мы имеем в виду рынок, мы поняли, что он хуже. Но сразу говорю, вообще, вот для Nebius, чем, мне кажется, интересно она по-прежнему, если так подумать, то есть, когда я говорю, смотрите, я, может, ее снова куплю, да, или там, я могу ее купить, как говорил Паниковский в «Золотом теленке», Паниковский вас еще купит и продаст, потом купит и продаст уже дороже. Понимаете, то есть этот момент есть, я могу тоже, зная акцию достаточно хорошо, я могу по одной цене могу ее купить, по другой я его продам. Как бы, это не ниже моего достоинства это сделать. Но вот большой бычий тезис был тезис на Nebius, состоит в том, что они построили уникальный, высококачественный AI-native stack, то есть родной software stack для именно artificial intelligence. В то время как CoreWeave – это такой bare metal. Это просто, грубо говоря, железки и металл в аренду. Я очень сейчас огрубляю. И тогда у Nebius у них есть шансы. Но опять-таки здесь все, Андрей, сильно зависит от оценки. То есть по одной цене я готов ее покупать, по другой, наверное, нет. Еще это зависит не только от оценки, это еще зависит от того, какие есть возможности вокруг меня. То есть, условно... Какой-нибудь израильский стартап, который ты увидел, и увидел в нем больше перспективы. Ну, не совсем стартап, у них там уже десятки миллионов долларов. Я имею в виду относительно, да. Да. И они, кстати, на самом деле, ты прав. У них...
По-моему, в 2020 году у них была пара миллионов выручки, а теперь выручки там, не знаю, миллионов 45. То есть, ну, это как бы очень большой вот там, ну, рост за считанные годы. Спасибо за такой развернутый комментарий про Nebius. А вот скажи, пожалуйста, ты сказал, что есть, ну, в смолкэпах там 3 вида компаний, рассказал там, которые никуда не денутся, да, такие увольни, и лидеры рынка, да, которые растут вместе со своим рынком. И ты еще сказал, что есть третий тип, но ты о нем скажешь потом, который родился в 2020 году. Да. Я их называю на английском reverse microcaps. Сейчас я придумаю на перевод на русский язык. Давайте я объясню сначала, что это, и параллельно буду думать про перевод. Может быть, мне Андрей и Стас помогут. Привет. Это компании, которые не были микрокэпами, но ими стали. То есть была компания, сделали какое-то хорошее дело, хороший продукт, хорошую услугу, хороший сервис. В 2021 году они успешно, или в 2020, они успешно вышли на биржу по условной оценке в 5 миллиардов. Но жизнь непредсказуемая штука. И условно в 2024 году они могли себе найти с капитализацией в 500 миллионов долларов. Или 300. И они стали микрокэпом. То есть вот в моей второй категории ты начинаешь со дна, и ты постепенно поднимаешься. Здесь наоборот. Ты начал свой путь как обычная компания на пике, и потом спустился вниз. Такое тоже бывает. И кто-то из них получил это заслуженно, кто-то из них... Есть разница. Вот я люблю посмотреть на финансовые показатели компании в отрыве от акций, цены на акцию. Если ты смотришь, что у компании было условно 100 миллионов выручки 5 лет назад, а теперь 250, ты можешь сказать, что это хорошая компания. Они молодцы, они увеличили выручку. Смотришь на прибыль. Раньше было условно 5 миллионов долларов, теперь условно 80. Ты говоришь, ну, они молодцы. То есть если ты был бы просто создателем этой компании или частным акционером с самого начала, и ты не можешь продать, ты был бы очень рад. Потому что явный прогресс и явные достижения. Но если эту самую компанию разместили на бирже в 2021 году по абсолютно нереалистичной оценке, и она упала на 95%, это не потому, что менеджмент дураки. Это потому, что инвесторы облажались. И из таких, на самом деле, часто получаются хорошие микрокэпы. Реверс, вот эти микрокэпы, обратные микрокэпы. Потому что, почему? Потому что у компании есть внутренние процессы и культура быть намного больше по объему, чем они сейчас. В то время как микрокэп, который начинает снизу и поднимается, ты всегда должен думать, а вот этот CEO, он может управлять бизнесом с выручкой в 20 миллионов? Может, он это делал. Может он управлять бизнесом с выручкой в 40 миллионов? Может, он это делал. В 50. Вроде он сейчас делает, вроде получается. Надо смотреть. А сможет ли эта же команда управлять этим бизнесом, когда у них будут выручки 100 или 150 или 200 миллионов? Ты не знаешь. Это нужно постоянно оценивать, поэтому разговариваю со всеми этими CEO регулярно. Там большинство позиций в портфеле компаний, которые есть, я разговариваю с ними каждый квартал. Иногда чаще. И там ты оцениваешь и пытаешься понять, он потянет вот на следующем уровне игры или нет. Это как в футболе, или там, в бейсболе, в любом спорте. Там начал во второй лиге бегать 15 лет. Бегаешь, классно забиваешь. Тебя взяли в первую лигу. Забиваешь. Тебя взяли в высшую лигу. За «Зенит» или за «Спартак», или за ЦСКА. Не знаю преференций наших зрителей. А ты потянешь или нет? Открытый вопрос. Там, побегаешь сезон, тогда узнаем. Спасибо. Стас, ну, у нас и так получился длинный большой эфир. Я не знаю, какие-нибудь там финальный вопрос или финальные вопросы у тебя остались? Финальный вопрос. Да, я не знаю, я отключался на небольшой промежуток времени. Обсуждали ли вы методологию оценки смолкэпов? Если можешь, Артем, скажи, там, может быть, там, в минуту-две, я понимаю, почти невозможная задача, но как ты оцениваешь смолкэпы, ну, с точки зрения их относительной недооценки рынком? Вот есть, допустим, там несколько моделей, есть оценка цена-прибыль мультипликатор, есть оценка enterprise value к EBITDA, причем часто они даже противоположны друг другу, если говорить про Russell 2000, там, относительно S&P по enterprise value и EBITDA, как будто бы small cap стоит дорого, по price earning как будто бы дешево. Вот. Как ты смотришь на оценку компании, вот, помимо всего того сложного объема работы, который ты делаешь с точки зрения оценки перспектив компании, вот как ты смотришь на недооценку или там, переоценку рынком компании? Что ты используешь? С оговоркой, что я всегда буду использовать разные методологии для оценки, вот с этой оговоркой традиционной, просто постараюсь ответить коротко, учитывая, что времени не так много, то обычно
я оцениваю вот микрокэпы, смоллкэпы по оценке 3 года вперед по или earnings, или free cash flow, или EBITDA. Ну, то есть я так делаю по всем трем, но обычно смотрю вот эти 3 года вперед. Понятно. Ну, смотри, здесь очень важно вот что. Я не очень люблю, когда очень многие люди, когда говорят про оценку, они берут условно там price to earnings, условно там 20 многовато, 10 отлично, 15 посерединке, 40 это как-то вообще не туда. В отрыве от контекста это все очень грубые инструменты, примерно как микроскопом забивать гвоздь. Потому что PE, берем как PE, который там более изученный и так далее, он не существует в отрыве от бизнеса. Если у бизнеса возврат на вложенный капитал, ROIC, Return on Invested Capital, условный 20%, и он растет на 20% в год, то, скорее всего, эта акция должна торговаться 35 price to earnings. Если у тебя бизнес, который растет там на 1%, и ROIC у него 4%, скорее всего, эта компания должна торговаться по оценке 5 times earnings, если не меньше. Но часто люди вот сравнивают вместе. Поэтому я думаю в контексте того, какой будет мультипликатор. Я думаю о том, какие будут... Смотри, очень важный момент. В идеале я хочу инвестировать в компанию такого плана, где их, компания имеется в виду, бизнес-результаты через 3 года будут настолько впечатляющими, что нам не надо будет спорить, какой должен быть мультипликатор через 3 года, чтобы я заработал деньги. Это означает, что я всегда правильные решения принимаю. Люди делают ошибки. Но цель в этом. То есть если компания зарабатывает сегодня $1 прибыли на акцию, а через 3 года будет зарабатывать 3, и сегодня акция торгуется условно $15, то я понимаю, что будет ли мультипликатор 15 через 3 года или 30, не настолько важно, я точно заработаю денег. Потому что 5 times earnings при высоком ROIC она торговаться не должна. Так не бывает. Рынок все равно эффективный. Это первое. Второе, поэтому для меня важнее на самом деле обычно принять правильное решение о директивном движении этого бизнеса. И что будет с их выручкой и прибылью. Если мы купили ее очень хорошо, то мы еще заработаем денег на мультипликаторе, который увеличится, расширится. Expand по-английски, увеличится по-русски, наверное. Это второе. В идеале ты хочешь получить и то, и другое. Тогда ты получаешь multi-bagger. То есть, грубо говоря, если акция торгуется по $10, и у нее $1 прибыли, через 5 лет возьмем, прибыли будет $3, мультипликатор будет такой же 10, ты заработаешь денег в 3 раза больше. Ну, это хороший результат. Я не буду жаловаться, я буду. Но если мультипликатор при этом увеличится с 10 до 30, что бывает? Тогда ты зарабатываешь 30 умножая на 3, 90, а стоило 10. Зарабатываешь 9 раз. Вот это генерируешь вот этот феноменальный return на мультибаггере. То есть в идеале ты хочешь найти это. Получается, естественно, не всегда, потому что такие компании ищут там. Конкуренции в small cap на самом деле намного меньше, чем где бы ни было, но она все равно есть. Плюс ты человек, ты все равно ошибаешься. Принимаешь решение, думаешь, что они смогут что-то сделать. Они не смогли. Ты это мог не заметить вовремя, иногда замечаешь, иногда нет. То есть это не просто делать, но философски, вот по оценке я думаю об этом так. Спасибо, да. Я думаю, что... И беда, PE и так далее. Я не люблю финансовый леверидж у своих компаний. То есть я не люблю. То есть первое, если это на самом деле очень позволяет вот в периоды из разряда до среды, когда все выросло там на 10-12% в зависимости от индекса, а когда все падает, да, то знание того, что у твоих портфельных компаний практически ни у кого нету большой финансовой нагрузки, то есть банковского долга или бандов, позволяет спать очень спокойно. Потому что ты знаешь, что эта компания, может быть, у них упадут продажи в случае рецессии, может быть, не упадут. Мы узнаем, когда это произойдет. У тебя до этого могут быть только гипотезы. Но ты знаешь, так, долга у них нету, какие-то деньги они будут зарабатывать, бизнес никуда не денется. Они не разорятся. А рецессия точно закончится. И из нее выйдут, все будут дальше работать. Это на самом деле очень сильно позволяет спокойно спать именно вот в плане твоего портфеля. Поэтому я не люблю leverage не в своем портфеле, у меня его нет. Я могу его использовать по документам, но я этого не люблю делать. И не делаю. Это первое. И второе, не люблю leverage на уровне портфельной компании. Я думаю, что дедушка Баффет в этот момент одобрительно кивнул головой. Вот, и мне даже стало интересно, конкурировал ли ты когда-нибудь с Баффетом за одни и те же покупки на рынке? Очень много миллиардов, да? Вот, а у меня UM 50 миллионов, около того. Поэтому вряд ли... Вы просто разминулись по времени, когда он покупал смолл-кэпы. Вот. Да. Нет, но, кстати, у Баффета же феноменальный leverage. У него leverage структурный. Insurance float – это гигантский leverage, за который ты не платишь, что у тебя хорошая страховая компания.
Поэтому у него как раз есть leverage, но просто это leverage, который безопасный, а не опасный. В чем, собственно, и гениальность Баффета, так использовать чужие деньги с Он таким... создал вокруг себя environment и условия, среду и условия, которые уникальным образом мэчатся, совпадают с его личностью и психотипом, которые ему позволяют делать то, что он любит. Как бы гений человека именно в этом. Понятно, что он феноменальный инвестор, но он смог среду вокруг себя создать и адаптировать под свои идиосинкратические черты. Это феноменально. И 330 миллиардов долларов, конечно, тоже феноменально. В тот момент, когда на рынке была паника 2 дня назад. Чем через месяц, не через месяц, мы узнаем через несколько месяцев, использовал он его, не использовал, будет ли он его использовать. И при этом еще далеко не факт, что это все закончилось. Абсолютно, да, абсолютно согласен. Я понял, кого нужно приглашать в следующий раз на обсуждение Баффета. И у нас будет такая возможность, кстати, я так понимаю, там в начале мая, да, наверное, будет очередное собрание акционеров. Вот. И как это, маленький комментарий на 6 часов. Поэтому будет что обсудить. Буду рад, если сможешь принять участие и вместе поделимся. Я, как любой уважающий себя инвестор, естественно, любит Баффета, много про него читал, много читал и того, что он сам писал, и то, что писали о нем. Поэтому нет, про Баффета всегда приятно поговорить. Супер. Спасибо тебе большое, Артем, за такое погружение. Я думаю, что наши зрители в этот момент сейчас поняли, что инвестировать в small cap – это вам не индексы в портфеле класть. Вот. Много там есть нюансов, поэтому обращайтесь к Артему. У Артема есть фонд в США, Caracan Capital. Он публикует отчетность, и вы в том числе можете стать сопричастными вот таким умным инвестициям внутри США в отдельные американские, не только американские, как я надеюсь, мультибэггерс. Да? Да, мы все надеемся. Пишите в комментариях, был ли у вас опыт инвестиций в small cap, насколько он был положительным, что вы вообще узнали об этом, инвестируете ли вы сейчас и какие, может быть, инвест-идеи вы видите сейчас, но с чем вы не согласны с Артемом, да, в чем вы согласны, что вы хотели бы еще разобрать в следующих выпусках. Вот, а мы призываем вас поставить лайк, подписаться на наш канал, читать письма Артема. Они есть у тебя в публичном доступе? Или ты только инвесторам отправляешь? Периодически кто-то иногда куда-то выставляет, и мне приходится потом писать этому кому-то и просить: ребята, уберите их из доступа. Была история, кто-то выложил мой инвестор-дек на какой-то вот сайт неподобного плана. Так мне пришлось этому сайту писать формальную юридическую претензию и говорить: ребята, вы нарушаете мои авторские права. Вот. И там, в общем, было очень сложно его убрать оттуда, и нужно было выбрать основание. Там самое подходящее было нарушение авторских прав. Я говорю: я ее создал, значит... А подписаться как-то можно на это письмо? Подписаться можно. Можно, во-первых, просто можно в Гугле написать Caracan Capital, выскочит сайт, который сделал мой давний стажер на коленке примерно за вечер, поэтому выглядит как сайт, сделанный на коленке за вечер. И там будет графка, где можно указать там имя, фамилия. Единственная просьба: не указывайте там условно то есть если Андрей это будет делать, не надо указывать там АП, потому что будете понимать, какой АП, да, и я здесь не добавлю. А если там укажет условно Андрей Потапов, то и email, то будет понятно, можно подписаться. Да, мы сделаем ссылочку тогда под этим видео, где можно будет подписаться. И до новых встреч. Спасибо большое.